Всем привет, меня зовут Аня, рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. И сегодня мы с вами болтаем, и я отвечаю на все ваши вопросы, связанные либо со мной, либо с профессией журналиста. Ну и к слову, хочу вас попросить о том, чтобы вы подписывались на мой канал, потому что нас сейчас 10 тысяч, это очень круто, это классно, но оказалось, что может быть в 4 раза больше, потому что я заглянула в статистику и увидела, что большинство людей, которые смотрят видео на моем YouTube-канале, на меня не подписаны. Поэтому, если вы подпишетесь, я буду вам очень благодарна. Конечно же, самый популярный вопрос — это когда выйдет видео, почему так долго не было блога, будет ли блог выходить и в каком формате. И перед тем, как ответить на этот вопрос, я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы мне писали ежедневно. Это не какая-то фигура речи, я каждый день на протяжении всего этого времени, пока не выходил блог, получала сообщения от кого-то из вас с вопросами, когда же выйдет, почему не выходит. Я уже пересмотрел все видео, запустите новые, и мне было безумно приятно, мне было очень приятно, что вы спрашивали, все ли у меня в порядке, как у меня дела, как вам не хватает этих разговоров. И, конечно же, если бы не это количество сообщений, я бы, наверное, отпустила этот блог, но ваша активность дала мне понять, что, видимо, нужно продолжать вести этот блог. Дело даже не в том, что я кого-то обучаю, а в том, что объединяю хороших и правильных ребят, и, возможно, это перерастет во что-то большее. Поэтому я очень благодарна вам за то, что вы мне столько написали теплых слов. Благодаря им я здесь, и я продолжаю. Да, блог будет выходить. Да, он будет выходить в прежнем формате, возможно, он будет разрастаться, меняться, возможно, я буду приглашать кого-то из медиаэкспертов. Все будет зависеть от того, какой запрос вы будете мне демонстрировать и что будет вам интересно, но в любом случае, да, я планирую продолжать. И отвечая на вопрос, почему блог долго не выходил, какой-то промежуток времени, довольно большой, я занималась работой, которая отбирала у меня все свободное время. Это был политический, очень интересный проект, но он не оставлял свободного времени совершенно. Привет! Познакомьтесь, это мой пес, его зовут Сникерс. Садись, давай. Что ты хотел? Технический перерыв. Ну и второе, мне нужен был какой-то персональный тайм-аут для своих мыслей, для того, чтобы переварить все те события, которые произошли со мной за тот период. А сейчас, мне кажется, я в форме и готова продолжать. Почему сейчас не работаете на телевидении? Есть ряд причин, по которым я не работаю сейчас на телевидении, хотя периодически те или иные предложения поступают, они связаны как с работой в кадре, так и с работой менеджером, редактором, руководителем тех или иных проектов. Мне очень нравится телевидение, и это вообще отдельная абсолютная магия, но есть несколько причин, по которым я не возвращаюсь. И, наверное, основная причина — это то, что я еще не нашла для себя тот проект, который заинтересовал бы меня настолько, чтобы вернуться. А второе — это то, что, в принципе, я пока что не вижу перспектив в телевидении в том виде, в котором оно есть сейчас. Мы очень часто слышим фразу «я не смотрю телевизор», «у меня нет телевизора». Эта фраза мне не нравится, потому что люди обычно пытаются этой фразой показать свою какую-то уникальность и оригинальность, при этом залипая в Ютубе постоянно. Но в целом они правы. Мало кто из нас сейчас смотрит телевидение в классическом понимании. Мы либо отдельно смотрим новости, и то мы их смотрим у себя в компьютере и в телефоне, либо смотрим какие-то телевизионные проекты, но отдельно, и опять же уже где-то в социальных сетях и в Ютубе. Мало кто из моего окружения смотрит телевизор так, как его смотрели раньше. Конечно, мы много дискутируем с коллегами на тему того, как изменится телевидение и как его изменить так, чтобы люди вдруг стали его смотреть как раньше. Более того, мы много обсуждали с моими коллегами, которые запускают телеканалы в Украине, о формате
телеканала, который, вот если его запустить с нуля, он станет популярнее, чем те телеканалы, которые уже известны и существуют. И я для себя поняла, что никакая картинка, красивые студии, красивые ведущие, классное наполнение, современные камеры, это все уже не работает. Даже если телеканал будет давать идеальную картинку, интересные новости, интересное наполнение, он не станет популярнее телеканалов, к которым люди привыкли. И это не просто мое мнение, это очевидно. В Украине за последние несколько лет много телеканалов запустилось, они были качественные, особенно в плане картинки, в плане наполнения. Мы можем долго, конечно, с вами обсуждать и спорить, но в плане картинки я много путешествую, и мне всегда интересно смотреть телеканалы в тех местах, в которые я приезжаю. Я хочу сказать, что по картинке украинские телеканалы выглядят очень круто на фоне многих известных европейских стран. И в этом плане, конечно, Украина очень хорошо выглядит. Но все равно даже с суперкартинкой, с красивыми ведущими, с популярными ведущими, с авторитетными ведущими, с какими-то супер идеями и форматами, с необычными подачами, с необычными какими-то... Зритель прям практически в студии показывает и бэкстейдж, и то, и другое, и стримы. Как бы эти телеканалы не наполняли, сколько денег бы в них не вливали, они все равно проваливаются в рейтингах и все равно не становятся в топе, что означает, что формат телевидения в том виде, в котором мы привыкли его смотреть даже с какими-то новшествами, уже не работает. Я пока не ответила для себя на вопрос того, как же это телевидение изменить и сделать так, чтобы его смотрели, или что такого должно быть в новом телеканале, который запускают, чтобы его вдруг стали смотреть, и он стал суперрейтинговым. Но вот когда я отвечу себе на этот вопрос, наверное, я вернусь на телевидение, а пока я к нему присматриваюсь. Обвиняли ли вас когда-то, что взяли работать в медиа только из-за внешности? У меня сейчас так, очень переживаю. Нет, конечно, нет. Как минимум люди, которые со мной работали и видели меня в работе, никогда бы так точно не сказали, потому что они знают, что я всегда много работаю и очень люблю эту работу, поэтому вряд ли. Да и плюс, я уже об этом говорила в каком-то блоге, что сколько вы на внешности можете вытянуть? Да очень мало, потому что если за внешностью ничего не стоит, и вы себя не развиваете, и вы пустые, то кому будет интересно с вами работать, или на вас смотреть, или вас слушать, или читать ваши материалы, или смотреть ваши сюжеты, я не знаю. И я не знаю, в каком случае это будет уместно. Поэтому даже если вас вдруг обвиняют в том, что вас взяли куда-то из-за внешности, у вас есть прекрасная возможность доказать, что это совершенно не так. Воспринимайте это как комплимент и как вызов. Вообще, это, конечно, такое разочарование, когда ты встречаешь очень красивых девушек, и как только начинаешь с ними общаться, понимаешь, что они пустые, совершенно неинтересные. У меня несколько историй таких было как раз на телевидении, и это меня очень расстраивает. Наверное, потому что ты возлагаешь большие надежды на этого человека, сразу же влюбляясь во внешность, а на самом деле там пусто. Но не всегда. Сталкивались ли вы с харассментом на работе? Бывало ли такое, что после интервью приглашали на свидание? Харассмент, наверное, нет в таком классическом его понимании. В принципе, все мужчины, с которыми я работала, и женщины, вели себя корректно по отношению ко мне. Понимаешь, что ты всегда
прекрасно выглядишь, у тебя идеальная укладка, тебя собирают гримеры, собирают визажисты, у тебя всегда красивые костюмы. Понятно, что в таких случаях ты можешь привлекать мужчин. Конечно же, бывало такое, что они приглашали на кофе или на какие-то свидания. Но в целом никогда не было такого, чтобы кто-то переходил границы, всегда понимали отказ, всегда уважали личные границы, поэтому я не могу сказать, что в этом вопросе мне было как-то некомфортно. Вот. Конечно, это проблема, когда ты понимаешь, что ты симпатична человеку, и вы работаете в кадре, или ты берешь у этого человека интервью. Это проблема, потому что этот человек либо слишком волнуется, либо не воспринимает тебя как серьезного соперника в интервью. Но в целом, даже здесь можно выйти из ситуации. Если я понимала, что есть человек, который как-то неравнодушно ко мне относится, я просто просила моих коллег провести это интервью вместо меня и избегала этих неловких ситуаций всех. А вы, модель, занимались ли этим раньше? Я не помню, я, кажется, отвечала уже на этот вопрос, но проговорю еще раз. Нет, не модель, не занималась этим никогда, и у меня не подходящий рост для того, чтобы быть в этой профессии, и я, в принципе, не идеализирую никаким образом модельную карьеру, и я бы не сказала, что мне, в принципе, эта профессия нравится. Мне нравится фотографироваться, мне повезло, у меня друзья, фотографы и визажисты, и мы можем себе позволить с ними придумывать какие-то идеи, классные фотосессии и просто заниматься творчеством. Но вот на моменте, пока это творчество, мне нравится эта история, но, конечно же, мне было бы очень сложно перейти в коммерческую работу. Я знаю, какой это тяжелый труд, поскольку я понимаю, что такое длительные съемки на холоде, но все-таки одно дело, когда ты снимаешь какие-то близкие, классные проекты, которые тебе нравятся, а другое дело, когда тебе нужно рекламировать платье в плюс 5 градусов у моря в холод, и это просто твоя работа. Это не моя история, мне это не близко, по крайней мере, пока. И плюс история с модельными кастингами меня просто шокирует. Я понимаю, что и у телеведущих есть кастинги, но все равно они отличаются. Модельные кастинги, конечно, меня пугают. Я вообще не понимаю, как в 21 веке можно модели рассматривать как какие-то предметы, рассматривать их зубы, волосы и критиковать их, говорить, что вы не подходите, слишком худая, слишком толстая. Мне это не близко, мне это не нравится. А вот все, что касается творчества и каких-то фотосессий и всего этого, да, класс, я это очень люблю. Чем бы вы хотели заниматься в медиа? Этот вопрос, наверное, связан с вопросом и про телевидение в том числе, на который я уже отвечала. Я думаю сейчас об этом и рассматриваю какие-то варианты, рефлексирую на эти темы и подыскиваю себе интересный формат работы на будущее, потому что осознала, что новости уже прошла, и новости мне уже не так интересны, как были раньше, потому что со временем, конечно, мне кажется, работа в новостях имеет свой срок годности. Я просто с удивлением смотрю на своих коллег, которые десятилетиями работают на одних и тех же каналах в новостях, и не знаю, как они еще не сошли с ума, потому что от этой рутины новостной это вроде очень интересно, но все равно, мне кажется, можно сойти с ума. Если не менять хотя бы какую-то направленность, угол зрения, я не представляю себе, как можно столько времени провести, работая именно в новостях. Это супер тяжело, поэтому я пока думаю над этим. Какое интервью смотрели последнее? Я смотрю очень много интервью всегда, прям постоянно. Это мой вид медитации, я смотрю их дома, когда занимаюсь своими какими-то делами, я включаю по дороге в машине. И, наверное, мы будем обсуждать мое мнение по поводу тех или иных интервью, когда я буду делать разбор и когда мы будем давать друг другу советы, связанные с журналистикой. Но сегодня я хочу вам посоветовать YouTube-канал, от которого я просто в восторге. Я пересмотрела все видео на этом YouTube-канале, пересмотрела по несколько раз, и я просто в таком восторге. Кто еще не знает, обязательно смотрите. YouTube-канал называется Калинкин, и проект «Чтобы мне поделать, только бы не почитать». Просто потрясающий проект о книгах.
смешной, интересный, яркий, красивый, лучше, чем эти ребята рассказывают о книгах, о литературе, о писателях, я не слышала никогда. Это прекрасно. Я получаю массу удовольствия от того, как они выглядят, от того, как они снимают, от того, что они обсуждают и как они это обсуждают. Поэтому я вам максимально это советую. Даете ли вы частные уроки? Этот вопрос получаю часто. Мне часто предлагают подготовить ребят к вступлению на факультет журналистики, подготовить какое-то сочинение, еще что-то. Я пока что не занимаюсь этим. Этот блог создавался изначально не столько, чтобы обучать, а чтобы помогать талантливым ребятам, которые чувствуют, что журналистика — это их направление, или медиа, или вот все, что связано с пиаром, помогать им определяться и помогать им идти в правильном направлении и в дальнейшем создавать какое-то комьюнити как раз хороших и правильных ребят. Поэтому цель не обучение, цель не в том, чтобы потом это использовать для того, чтобы я проводила какие-то уроки. Не знаю, пока что я себя не вижу в этом. Возможно, какие-то лекции, да, общие встречи, да, но частные уроки. Что ты не любишь в работе журналиста больше всего? Что тебе не нравится? Кроме опросов, кроме того, чтобы снимать опросы, больше всего смущает эмоциональное выгорание в этой профессии. Не то чтобы я прям не люблю это просто момент, к которому рано или поздно каждый активный журналист и каждый активный медийщик приходит, и ему так или иначе придется с этим справляться. Как с этим справиться, наверное, каждый по-разному должен для себя решить. Я увольнялась, я путешествовала, я много думала, много смотрела на людей, изучала их, много проводила времени с собой, чтобы это все эти мысли передумать. Если говорить, что мне не нравится, вот прям не нравится в сфере журналистики, это такой факт, как манипуляции, то, что он существует в этой сфере, и то, что недобросовестные журналисты осознанно могут пользоваться информацией и использовать ее как оружие и очень сильно вредить людям тем, что они манипулируют той или иной информацией, подставляют факты, опять же, вспоминая те же опросы, манипулируют опросами, манипулируют мнением людей. Это мне чуждо, мне это не нравится, и мне жаль, что это все еще существует и, к сожалению, крайне хорошо работает. Вы очень много путешествуете, это по работе? Нет, я путешествую по собственному желанию, потому что мне это нравится, и я рада, что вот летом, осенью немного открылись границы, и была возможность немного восстановить темп путешествий, который был раньше. По моим ощущениям, путешествия расширяют кругозор в определенном градусе, в том, в котором может расширить только путешествие. Не книги, не фильмы, а вот именно путешествия и тот опыт, который ты получаешь во время путешествия. Поэтому, да, мне это очень нравится, и я стараюсь ездить и путешествовать как можно больше. С другой стороны, словила себя на мысли, что когда ты путешествуешь слишком много, был у меня и такой период, все твои эмоции сливаются в одну, и ты уже путаешь города, особенно какие-то маленькие, путаешь аэропорты, путаешь остановки, ты уже не помнишь, где произошло то или иное событие. И я бы не сказала, что это хорошо, когда ты не можешь четко запомнить ярко какой-то город, какое-то свое путешествие из-за того, что передвижений слишком много, и это все смешивается. Что последнее вас очень сильно впечатлило? Ну, меня несложно впечатлить, в принципе. Меня впечатляет и радует все. И это тоже такая важная история для работы в медиа, для работы журналистом, когда вы можете получить классные эмоции от того, что вы видите, впечатлиться, классно вдохновиться чем-то и сделать какой-то интересный материал. Но если вспоминать, что меня сильно впечатлило, наверное, «Рассвет в самолете». Мы как раз говорили о путешествиях.
Недавно у меня было путешествие, и это не первый мой рассвет в самолете, но тот был какой-то особенный, красивый. Это как раз был самолет в тот город, в котором я давно мечтала, долго ждала и очень хотела к нему вернуться. И это было символично. Может ли журналист иметь свое мнение в соцсетях? Это такая сложная тема, вы даже себе не представляете. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу, поэтому можете писать в комментариях. Это очень сложная тема. Я помню, когда-то потратили не один час в редакции, обсуждая этот вопрос, и наши мнения были совершенно разные, я слушала разные мнения людей и понимала, что я согласна и с тем мнением, и с другим. И я согласна с ребятами, которые говорили, что социальные сети — это наша персональная территория, и мы можем выставлять туда, если, конечно, никакими контрактами это не предусмотрено, все, что нам нравится, все, что нам хочется, и они имеют на это право. Но с другой стороны, и я такая: да, конечно, это правильно, это наше место. Но потом я поняла, что я, работая в тех или иных компаниях с теми или иными людьми, каждый раз, когда что-то публиковала или публикую, я думаю о том, как моя публикация может повлиять на имидж того или иного человека, с которым я работаю, или на имидж компании, с которой я работаю, особенно если вы лицо телеканала. И понимаю, что отчасти, да, я защищаю то, что соцсети — это персональная история, но никогда не позволяла себе публиковать то, что могло бы как-то подставить телекомпанию или идти вразрез с политикой редакции, в которой я работала. Поэтому я понимаю, что я скорее склоняюсь к варианту, что сейчас соцсети — это такая же равноправная, равноценная часть нашей жизни, и ваш один пост может наделать очень много проблем. Вы сами вправе решать, что вам публиковать, если это не регламентируется никаким документом компании, но на вашем месте я бы все-таки сопоставляла редакционную политику, имидж компании, в которой вы работаете, с тем, что вы публикуете. За вами следил когда-то кто-то по работе? Может быть, но я не заметила. Значит, хорошо следил. Не знаю, я не обращала на это внимания, но, видимо, если я не знаю, то нет. Расскажите о работе пресс-секретарей. Да, я на самом деле уже собрала советы для тех, кто когда-либо так или иначе столкнется с этой работой или захочет идти в эту сферу. Это нормальная история, как показывает практика. Многие журналисты, когда как раз у них наступает этот период эмоционального выгорания или просто они понимают, что они уже здесь, в этом месте все, сменяют немного сферу, сменяют немного ракурс и идут работать в пиар. Чаще всего они связываются с политиками, но тоже не всегда, и идут работать пресс-секретарями, поскольку они уже знают журналистов, они знают эту сферу, им просто организовать процесс, зная эту историю с другой стороны. Поэтому да, я уже собрала советы и какие-то инструменты, которые вам помогут и вникнуть, и помогут работать, и какие-то неочевидные советы, которые, правда, мне сейчас в работе безумно помогают. Я обязательно об этом расскажу, но в следующих видео. Так, я ответила на самые популярные вопросы от вас. Это те вопросы, которые вы мне часто присылаете, задаете и спрашиваете. Всегда остается много вопросов, связанных с поступлениями, с факультетами, с сочинениями. И, к сожалению, я не могу на них ответить, потому что у каждого разные вузы, требования, и я даже боюсь вам давать советы в этом ключе, потому что это очень опасно. Не хочу вас никаким образом подставлять, поэтому все-таки о студенческой жизни, о вступлениях на журфак лучше расскажут ребята, которые этот опыт проходили, а я, в свою очередь, буду рассказывать вам о том, в чем я хоть немного разбираюсь. Спасибо вам огромное, что вы смотрели, и спасибо, что пишете мне и задаете свои вопросы. Вы знаете, как меня найти, вы знаете, где оставлять свои вопросы, я с удовольствием их собираю и потом на них отвечаю. Спасибо вам большое, увидимся.